Всем привет из Сандерленда. Добралась я сюда, и погода не ласковая, вообще очень унылая. И, в общем, сегодняшний выпуск, конечно, будет больше про Сандерленд, чем про Ливерпуль, потому что, раз уж я сюда добралась, надо рассказывать, конечно же, про этот клуб замечательный. Вы знаете, когда мы с Лешей Рашевским снимали про все клубы английской премьер-лиги, тогда Сандерленд в премьер-лиге не играл, но играл Саутгемптон. И вот мы сняли большой выпуск про Саутгемптон, и кто-то пришел в комментарии и написал: да нахрена вы сняли про Саутгемптон, про него же целый сериал есть, и он гораздо интереснее, чем ваши выпуски. Ну, Сандерленд вообще-то был героем того сериала, Сандерленд Till I Die, но прошло уже очень много времени, я думаю, что даже самые отъявленные любители этого сериала не будут возражать, если я сегодня немножко расскажу про Сандерленд еще. Подходим мы к реке Вир. Ну, знаете, таймирское противостояние, да, Сандерленд-Ньюкасл. Вот к реке Вир мы подходим. Нужно перейти через мост, чтобы добраться до Stadium of the Light. Туда мы идем, хотя до матча еще очень много времени. Я боюсь, что к вечеру погода будет еще хуже. Не знаю зачем, но я спустилась к реке Уир под этот самый мост. Первый мост, кстати, в Сандерленде. Ну, вы знаете, наверное, что очень такой индустриальный город. Здесь судостроение очень развито. Ну и еще здесь есть пляж. Хотя сейчас вообще трудно себе представить, что кому-то здесь нужен пляж. Но я зачем-то сюда спустилась. Теперь обратно подниматься по скользкой лестнице. Молодец, Маша. Я выбралась из-под моста, и меня встречает радостный смайлик. Стадион вот там, за станцией. Не видно его здесь, но он там. Виднеется впереди стадион уже, и чайки над ним летают. Красиво. Но мокро. Возле стадиона памятник Бобу Стоку. Это замечательный тренер, вместе с которым Сандерленд в 1973 году выиграл кубок, победив в финале Лидс. И, между прочим, Сандерленд тогда играл во втором дивизионе, так что это невероятное достижение. Фан-шоп и издательство Love Supreme находятся прямо рядом с стадионом. Сейчас, собственно, до него дойти тут 2 минуты. Сейчас мы окажемся внутри. Ну вот вы видите, здесь также организуются поездки на выезда для фанатов Сандерленда. Ну-ка, почем? Ну, кстати, вообще недорого. Итак, мы зашли в Love Supreme, в замечательный совершенно фан-шоп. Здесь мерч, здесь же блог ведется, я так понимаю. В общем, и фанзин, конечно же, выпускается. Ну вот ребята, которые здесь работают, не очень хотят светиться на камеру, поэтому они будут у нас, скажем так, на заднем плане, но что-то нам рассказывают, поэтому голос за кадром будет, так сказать, у нас. Фанзин – это независимое издание, фанатское, собственно, для болельщиков Сандерленда. И за время своего существования Love Supreme выпустили более 300 фанзинов, более 40 книг. Здесь вы можете видеть старые обложки Love Supreme, но, видимо, самые знаковые. И самая первая, конечно же, вот за моей спиной. 1989 год. Yeah, that was the year that Love Supreme started. Yeah. I love the Munch one. Yeah. Scream. It's cool. Well, they're all very cool, actually. That's beautiful. Nile Queen Disco Pants. Yeah, so that was. You probably won't know about this, but there was a song that Love Supreme released as well. It was Nile Quinn's Disco Pants Are the Best. Если присмотреться, вот здесь, гуляя по этому магазину, можно увидеть очень много самых разных культурных отсылок, и музыкальных, и просто любых, я не знаю, художественных. Ну и само название Love Supreme отсылает нас к песне. Love Supreme очень известный в свое время. В принципе, в Британии любят соединять, да, культуру. Да все чанты это что? Это культура, в общем-то, британская в футбольной, скажем так, оболочке. How many people work on a Love Supreme magazine? So, like day to day, there's probably like 3 or 4 of us. Yeah. 3 or 4? Yeah. Wow. And then we have like more like volunteers and people who write
articles and send them in and everything like that. So that's the list of people that work on the magazine. Yep. Sorry. Oh, yeah. Yeah, thank you. Я вся вымокла, пока снимала все для вас вокруг стадиона Сандерленда, но я вознаграждена. Пришла в паб, где болельщики Ливерпуля тут. Ну, их тут не так много, но они есть. И до матча у нас еще 2 часа есть. Можно что-то обсудить. What are we gonna do without Dominic Szoboszlai? So this is going to be a nightmare. I know what we're going to do. We're going to play Endo. What we should do is obviously play the right back that we actually have that he doesn't trust. And I like Slot, so if he doesn't want to play him, he doesn't play him. Endo is going to get booked in the first half, and then I don't know who the backup is, but the backup right back will come on in the second half. And the problem is, of course, we've now lost our most important player in the middle of the park. So we need Grav and Matt. They both have to play. Somebody has to. I suppose Wirtz will now be the man of the match. Wirtz will get 3 assists or 1 assist and 2 goals. That's my prediction for today. Негативных чувств по отношению к Ливерпулю. Поэтому сегодняшняя игра, она просто тяжелая, а не какая-то супер принципиальная. В первом тайме особенно нечего даже обсуждать. Ну, атакует Ливерпуль больше. Хорошо не пропустили, да? Во втором тайме я за воротами Алисона. Болельщиков Ливерпуля хорошо очень слышно. Это приятно. Ну, сейчас будет второй тайм, посмотрим. Как же это надоело, сплошные травмы. Эндо теперь получил травмы, непонятно что там. Врачи на поле, в общем. Гомес сейчас выйдет. Я не знаю, что происходит. Какой-то кошмар. Все эти мучения под дождем были не зря. 1-0 Ливерпуль выиграл. В гостях у Сандерленда, между прочим. Непросто. Ну и очередная травма, конечно. Очень жаль. Но мне теперь предстоит ночной автобус в Лондон. Надо уже бежать. Подписывайтесь, ставьте лайк, если вам понравилось. И до новых встреч. Ну, у меня есть куда сдонатить тоже. Вся информация под видео. Пока-пока. As a whole, even first team to win here at Sunderland this season. That must give the side a lot of confidence, obviously, going into the next few weeks. No, I think what gives confidence is the performance, not that we won here or broke their record or whatever that was going on. I think it's the performance. I think defensively, offensively, I think that we were
very good and should have scored more. But we take the 3 points and go on.